То, с чем столкнулись эти рыбаки, до сих пор трудно объяснить. Они вышли из гавани после странного сообщения о возможном большом улове, но эта команда получила гораздо больше, чем рассчитывала, когда внезапно столкнулась с этим странным существом. Они думали, что поймали акулу, но побледнели, когда поняли, что это было на самом деле. В доках царила обычная болтовня рыбаков, готовящихся к следующей поездке. Среди них были Том и Рик, два опытных рыбака, проработавшие вместе не один год. Они проверили свои сети, спланировали маршрут и обсудили лучшие места для закидывания удочек. День обещал быть спокойным, но затем внезапно мирное утро было прервано громким воем лодочных гудков. Все, кто был в доках, обернулись и увидели, как две конкурирующие рыболовецкие компании входят в гавань. Их команды громко приветствовали их. Было ясно, что у них большой улов, так как их лодки качались под тяжестью свежей рыбы. После того, как две конкурирующие рыбацкие лодки пришвартовались рядом с судном Тома и Рика, на берег спрыгнул широко улыбающийся моряк. «Люди, в этих координатах происходит что-то странное», сказал один из мужчин, протягивая Рику небольшой листок бумаги. Словно из ниоткуда появилась теплая береговая линия. Это привлекает рыбу с расстояния в несколько миль. Они буквально выпрыгивают из воды, как сумасшедшие. Это самый простой улов, который вы когда-либо видели. По толпе пронесся скептический ропот, но когда мужчина поднял крышку своего лова, все сомнения рассеялись. Лодка была битком набита рыбой, больше, чем многие смогли бы выловить за неделю. Это зрелище повергло всех в благоговейный трепет. Если эта история была правдой, то такая возможность выпадала раз в жизни. Том и Рик переглянулись. Это было слишком хорошо, чтобы игнорировать. «Нам нужна хоть какая-то прибыль, пока это странное природное явление не прекратилось, и мы ничего не потеряем», — твердым голосом сказал Том. Рик кивнул, уже поворачиваясь к их лодке. Остальные члены команды быстро последовали за ними. Их волнение росло. Двигатель взревел, и по палубе пробежала вибрация. Лодка готовилась к отплытию. Рик занял свое место у штурвала, выводя судно из гавани. Чем дальше они плыли, тем тише становилось вокруг. Как раз перед тем, как горизонт скрылся из виду, Рик заметил движение в воде. Тысячи крошечных теней вырывались из водной глади и взмывали в небо. Эти рыбы приносили деньги в банк и еду на стол себе и своим товарищам по команде. Поэтому они без колебаний разместили свое рыболовецкое судно между этим странным явлением и своими сетями. Но как раз перед тем, как сети с тонкими веревками упали в воду, Том заметил кое-что еще. Вокруг них плавала не только рыба обычного размера. Помимо окуня, макрели и другой океанской рыбы, годной в пищу, в воде был еще один плавник. Этот был намного крупнее своих соседей и методично окружал их рыбацкую лодку. Возбужденное настроение экипажа быстро сменилось унынием. Большой плавник не принадлежал ни одной из известных акул. Животное было видно мельком, мелькали его спина и спинной плавник. Когда команда заметила его, они поняли, что оно длиннее их лодки. Существо двигалось целенаправленно, кружа вокруг них как хищник. Это было нетипичное поведение. Большинство акул избегали лодок, но это существо было другим. Оно испытывало их, оценивая прочность лодки. Животное теперь двигалось быстрее, металось и появлялось непредсказуемо. Его плавники рассекали воду. Затем ситуация обострилась. Рыболовная сеть зацепилась за существо. На мгновение им показалось, что она выдержит, но сеть не была рассчитана на что-то такого размера и прочности. Используя свою силу, животное с легкостью перерезало толстые веревки, освободив себя и всю мелкую рыбу, попавшую в сеть. Весь их улов был потерян за считанные секунды, а снаряжение уничтожено. Рик уставился на остатки их снаряжения. Нападение было преднамеренным. Существо нацелилось на сеть точно,
а не случайно. Это не просто сдерживало их. Это был саботаж. Когда команда подняла испорченную сеть и приготовилась повернуть вспять, животное впервые полностью всплыло на поверхность. Массивное существо выпрыгнуло из воды, обнажив свое огромное голубовато-серое тело. Они никогда не видели ничего подобного. Когда лодка рухнула обратно в море, образовавшаяся волна резко качнула лодку. Ошеломленная команда поднялась на ноги и недоуменно переглянулась. То, чему они стали свидетелями, было бесспорно. Это не акула. Команда стояла в ошеломленном молчании, не сводя глаз с огромного существа. Пока они пытались осмыслить увиденное, существо начало беспорядочно выпрыгивать из воды примерно в 200 футах от них. В этом движении не было ни грации, ни игривости. Оно выглядело безумным. Как ни странно, рыбки помельче повторяли его движения. Рик обеспокоенно вглядывался в воду. Феномен теплого берега больше не казался естественным. Здесь была определенная закономерность, но отсутствовали важные элементы. Может быть, это вообще неестественно, нерешительно предположил молодой член экипажа. Когда на него надавили, он предположил, что потепление воды, возможно, не является естественным явлением. Ни один прогноз не предсказывал этого, и рыба не просто собиралась. Возможно, это была реакция на что-то искусственное. Если причиной антропогенного воздействия был нагрев воды, загрязнение окружающей среды, бурение скважин или работа оборудования, это могло бы объяснить такое странное поведение. Им пришла в голову идея. Могло ли существо руководить ими? Оно уже испортило их сети, выпустило рыбу и проявило разум. Теперь, похоже, оно хотело, чтобы они последовали за ним. «Я думаю, оно знает что-то, чего не знаем мы», — сказал Том. «И если мы сейчас уйдем, то, возможно, никогда не узнаем, что происходит на самом деле». У Тома перехватило дыхание, сердце учащенно забилось. «Мы следуем за ним», — заявил он. Команда заколебалась, но в конце концов кивнула, выражая молчаливое согласие. Рик сделал лодку к существу. По мере того, как они приближались, вода темнела, атмосфера сгущалась, становилась тяжелой и неестественной. «Вы чувствуете этот запах?» — кто-то спросил, отшатнувшись. В воздухе стоял густой маслянистый запах, неестественный и удушливый. С каждой милей он становился все сильнее. Чем дальше они ехали, тем более тревожной становилась картина. Темная маслянистая пленка покрывала поверхность океана, простираясь бесконечно. «Смотри!» — крикнул один из членов экипажа, указывая на горизонт. Впереди, на фоне дымки, вырисовывались силуэты огромных кораблей. Вода вокруг них переливалась ядовитыми потеками. Ущерб, несомненно, был нанесен человеком. Рик поднял бинокль. «Они что-то сбрасывают», — мрачно подтвердил он. Осознание этого поразило его. Теплая вода, паника рыбы и странное поведение — все это теперь имело смысл. Так вот, дисбаланс океана не был тайной. Он был следствием неконтролируемой человеческой жадности. Голос Рика звучал глухо. «Но что мы можем поделать? Мы всего лишь рыбаки». «У нас есть доказательства», — сказал Том, доставая свой телефон. Он начал записывать, фиксируя нефть, корабли и улики, которые им были нужны. «Мы разоблачили их. Если мы подойдем слишком близко, нам конец», — предупредил Рик. «Мы должны быть умными». Они продолжали снимать в течение нескольких часов, тщательно собирая четкие улики с разных ракурсов. Когда этого было достаточно, Том кивнул. «Пойдем. У нас есть то, что нам нужно». Как только Рик развернул лодку, над морем разнесся оглушительный гудок. Один из кораблей заметил их. Они увидели нас. Рик заглушил двигатель. Лодка рванулась вперед, рассекая волны, когда они скрылись с места происшествия. Корабль не преследовал их. Он оставался на расстоянии, как мрачное предупреждение. Смысл был ясен.
Храните молчание или столкнитесь с последствиями. Вернувшись на сушу, они передали отснятый материал властям, новостным станциям и морским биологам. Они стали свидетелями правды, и теперь мир тоже узнает об этом. Реакция последовала незамедлительно. Экологические организации и официальные лица обратились к ним. Новостные сети показали отснятый материал. Онлайн-ролики стали вирусными. Их открытие задело за живое и вызвало движение. Чтобы найти ответы, они собрали свои доказательства, включая видеозапись этого существа, и отправили их морским экспертам. Они описали все, чему были свидетелями. Теперь они ждали не только действий по борьбе с загрязнением, но и раскрытия тайны существа, которое изменило все. Через несколько дней пришел ответ. Тому позвонила биолог. Ее голос был полон волнения. Сказал: «Это невероятно». «Ад», — сказала Лаутакалтана. «Я думаю, что знаю, что вы видели. Это чрезвычайно редкое явление». Лишь несколько человек сталкивались с ним. Команда наклонилась к ним, ожидая ответов. Она спокойно объяснила, что люди видели только двух из этих существ раньше. Это вид глубоководных китов, который когда-то считался вымершим. Мы считаем, что они исчезли десятилетия назад. Благодаря вам до сих пор не было ни одного подтвержденного случая их обнаружения. Обычно они избегают людей, продолжила она. Застенчивые, умные и заботящиеся о своей среде обитания. Но этот подошел к вам. Он нарушил свой естественный образ жизни по какой-то причине. Он защищал свой дом, океан. Команда потеряла дар речи. «Значит, он знал», — прошептал Том. Это был не инстинкт. Он увидел, что происходит, и попытался это остановить. Биолог кивнул. «Вам повезло. Большинство из вас никогда не были свидетелями ничего подобного. В тот день вы были не просто рыбаками. Вы стали частью чего-то гораздо большего. Вы дали шанс этому существу и морю в целом». Новость о роли кита быстро распространилась. Экологические организации использовали видеозапись, чтобы потребовать усиления мер защиты. История стала популярной, и к ней привлекли внимание всего мира. То, что началось с поездки на рыбалку, вызвало движение. Власти оштрафовали компании, ответственные за сброс отходов. Расследования выявили давние нарушения. Были введены более строгие правила, а патрулирование океана усилилось. У моря теперь появились защитники, и все началось с команды и кита. «Мы спасли не только рыбу», — сказал Рик, глядя на океан. «Мы спасли частичку истории, нечто редкое и прекрасное». «Этот кит напомнил нам о том, что действительно важно», — кивнул Том. «И это спасло и нас тоже. Без него мы бы уплыли, не замечая происходящего. Это открыло нам правду». Океан постепенно восстанавливался. Загрязнение прекратилось, воды очистились, и рыба вернулась. Кита больше никто не видел, но они знали, что он все еще там, наблюдает и защищает. Они чувствовали это в каждой волне. Их история стала легендой. О ней рассказывали в прибрежных городах и рыбацких портах. Это история о рыбаках, таинственном ките и борьбе за спасение моря. Она вдохновила других на заботу, защиту и веру. Для Тома и Рика это была не просто история. Это был день, когда их жизни изменились. Они никогда не забудут тот момент, когда океан позвал на помощь, не словами, а самим своим присутствием. И они откликнулись. В тот день они стали больше, чем рыбаками. Они стали стражами моря. «Думаете, мы когда-нибудь увидим это снова?» — спросил один из молодых членов команды, глядя на волны. Том задумчиво посмотрел на горизонт. «Может быть и нет. Но мы всегда будем знать, что он где-то там. Для меня этого достаточно. Море оставалось загадочным местом. Его глубины скрывали чудеса, недоступные пониманию. Но команда знала, что этот кит
Нечто большее, чем просто существо. Это был символ надежды, силы и связи между людьми и природой. Где-то глубоко под поверхностью оно все еще плавало. Молчаливый страж, оно появлялось, когда в нем больше всего нуждались, а затем исчезало в пучине, по-прежнему защищая море, которое оно называло домом, по-прежнему защищая жизнь. Рыбаки никогда больше не увидят его, но они знали. Оно было там. Прошли годы, но история продолжала жить. Люди помнили тот день, когда рыбаки последовали за китом и открыли истину, в которой нуждался мир. Том и Рик стали старше, но море всегда звало их. И когда волны разбивались о берег, они улыбались, зная, что у океана есть защитник. И они откликнулись на его зов.